Hi everyone, с вами Ева Лорман, и я отвечаю на вопрос моих подписчиков. А вопрос был такой: каким осветляющим порошком я работала в предыдущем ролике? Я работала осветляющим порошком фирмы Estelle Deluxe. Вот она. Написано Estelle Deluxe. Что можно сказать про эту фирму? Опять же, я ее не рекламирую, но в связи с тем, что у нас учебные центры, мы постоянно закупаем товары разных производителей. И Estelle один из самых популярных у нас брендов. И я могу вам сказать, что ничего плохого о ней я не могу сказать. Мне очень нравится именно их осветляющий порошок Deluxe. Знаете чем? Многие могут мне сказать: Estelle, это вообще там прошлый век. Ну, я знаю, что есть противники средних таких брендов, которые в свое время были достаточно дешевые, потом они немножко подняли цены и стали в среднем сегменте, но все равно отношение к ним именно такое и осталось. Так вот, я вам должна сказать, что поработав на разных производителях, разных абсолютно, у меня такое впечатление, что это разное направление. Вот у этих порошков абсолютно разное направление. То есть, если мы берем Matrix, если мы берем Веллу, то там идет упор на то, чтобы волос максимально оставить живым. Таким вот, знаете, желтым, живым, конкретным желтым отливом. Вот этот порошок, он более жестче, но он прекрасным образом борется с желтизной, которая для блондинок это как взрыв мозга. Ты такой сидел 2 часа, мудохался, наносил все это себе в надежде, что все получается, все хорошо. Ты такой сидишь, даже не сомневаешься. Это я про другие порошки говорю. И затем он не жжет. Практически, между прочим, почти, так скажем, не жжет, но тоже чешется и начинается вот это вот, то там расчесочкой почеши, то там почеши, то есть они все порошки одинаково работают, то есть они также влияют и на волосы, и на кожу, просто некоторые порошки, так скажем, более завуалированно это делают, а некоторые менее завуалированно, но зато ты подходишь все время, убираешь этот порошок с корней и видишь, что там происходит, понимаете? И в итоге получается, когда блондинка или ты там красишь блондинку, ну, скажем так, как будто это я крашусь. Я когда смываю этот порошок с головы, это для меня вообще момент истины. Я смываю шампунем с головы этот порошок. Еще пока ничего не понятно, кстати говоря, пока голову не высушишь. И вот я начинаю все это сушить, и я первым делом просушиваю корни, чтобы понять, что у меня там произошло. И если у меня легкий такой почти еле заметный желтый оттенок, я счастлива, и все счастливы, потому что я счастлива. Мир вокруг становится прекрасным, потому что ты понимаешь, что все, 2,5 месяца ты можешь просто отдыхать. То есть на голове у тебя будет все окей. Но если ты видишь, что этот порошок не дожег желтый пигмент, понимаете, там вообще это какая-то доля, ее очень, кстати говоря, сложно различить. Некоторые вообще не видят этого. Вот я говорю, посмотрите на вот этот цвет и вот этот цвет. Многие говорят, это одинаковый цвет. И я понимаю, что многие не чувствуют или не видят вот эти тонкие оттенки. Таким людям, конечно, очень сложно доказать, вот даже сейчас свое состояние. Так вот, да, я затонирую это все. Никто и не говорит, что я буду ходить с этими желтыми корнями. Ну нахрен мне это надо, потому что это через неделю все смоется. И какая бы там золотая краска ни была, и сколько бы она там ни стоила, это все равно однозначно смоется. И этот зашибенный желтый небольшой отлив, он будет все равно перебивать
вот тот цвет, который мне нужен. Я, например, люблю платиновые корни. И если присутствует хоть чуть-чуть желтый оттенок, это уже бесит. Ну, блондинки меня поймут. Поэтому вообще выбор порошка зависит от очень многих аспектов. База. Что за база? С какой базой вы работаете? Это первое. Второе. Желаемый результат. Что хочет человек. Третье. Человек, насколько у него вот этот порог чувствительности. Потому что на кого-то 3% оксид нанести, у него уже обморок. А у кого-то и 12% оксид вообще сидит, как будто ему варенье на голову намазали. Понимаете? Это разные вещи. И в итоге получается, что парикмахер, он должен как быть вот мыло, вот в этом, в то место вот залазить, чтобы понять вообще сущность этого клиента и понять, что все-таки человеку нужно будет. Но я к этому отношусь уже проще. Я своим клиентам всегда говорила так. Вот вам 5 фотографий, выбирайте из них любую. Вот прям тычьте пальцем в эти 5 фотографий. И вот, знаете, всегда у клиентов стоит выбор. Между одной и второй. Между одной и второй. Вот они не знают, они мечутся. И если я вижу, что клиент мечется между, например, теплым оттенком или холодным оттенком, я понимаю, что такому клиенту, в принципе, все равно. Будет у него теплый оттенок, будет у него холодный оттенок. Ему на самом деле по барабану, потому что он не отличает эти разницы. Он не видит, что там теплый, здесь холодный. Поэтому я решаю для себя... Конечно, мы будем с вами работать, споем еще Шопена перед осветлением и будем работать с вами очень щадящим порошком. Если я вижу, что человек тычет пальцем только в холодный оттенок, это говорит о том, что он различает, он понимает, что это холодный оттенок, и все, вопросы отпадают. И ты понимаешь, так, база такая, холодный оттенок он хочет, и ты начинаешь... Так, дружок, мы сегодня заканчиваем работу или мы можем растянуть эту эпопею на 2 дня? Естественно, все говорят, я в таком виде домой не пойду. И ты говоришь, хорошо, раз мы в таком виде домой не пойдем, значит мы до победного. А до победного это я лично могу, вот когда у меня идет супер осветление, вот черные волосы, и человек хочет вот такого цвета волосы, и я знаю, как это сделать, я с этим человеком вожусь реально часов 8. Это называется до победного. И волосы на месте у всех. Мы добиваемся именно холодных оттенков. И когда это все смывается, у человека так и остается холодный оттенок. А это самое главное. Поэтому выбор порошка – это такое дело субъективное. Все зависит от того, что хочет клиент. Мастер просто должен в этом хорошо разбираться. Только при этом условии можно ответ дать вот этому человеку вот так, а вот этому человеку вот так. Все понятно, разошлись. В любом салоне красоты, я считаю, должен быть какой-то ведущий, очень такой продвинутый чувак, который будет ответственность нести за все, что происходит в салоне, я имею в виду хотя бы у парикмахеров, и он делает свои резюме, он все расписывает, кому что нужно, и в итоге не будет вот этих вот дурацких недопониманий клиента и мастера, потому что, ну что тут греха таить, мастера ведь далеко не рукастые, очень много людей в парикмахерском деле именно случайных, вот просто вот некуда было пойти, вот, ну, пошла стричь, научиться хотя бы стричь, и все, а потом, ну, хотя бы научиться красить, ну, хоть чуть-чуть, ой, боюсь этот порошок, ну, попробую, ой, а потом, да нет, не страшно, нормально, в принципе, ой, а себя, можно себя покрасить, понимаете, вот в основном вот такая категория людей, то есть 15%, наверное, максимум от силы. Это действительно осознанный выбор людей. И вот эти 15% это и есть, можно сказать, столб нашего парикмахерского искусства. Я искренне надеюсь, что я хоть каким-то образом ответила вам на этот вопрос, каким порошком я работаю и почему я этим порошком работаю. Но
что мне хочется еще сказать? Я начну снимать курс по колористике. Он будет немного даже удивительно для многих, которые проходили эти курсы уже миллион раз и, возможно, уже читали что-то, уже проходили где-то учились. Понимаете, дело все в том, что очень много теоретиков, именно колористов. И причем я считаю, что курс колористики должна вести блондинка с чистым окрашиванием. Только так, потому что я насмотрелась огромное количество на вот этих вот семинарных гуру, которые вообще просто вот вы понимаете, у меня был даже случай, я просто была в шоке, вот я на это все смотрю и думаю, господи, что я тут делаю вообще? Был семинар, проводил его испанец в Испании, вот понимаете, вот он нам втирает что-то про краску, а сама смотрю на него, а он, знаете, вот бывают люди, любители седины, и у него седина, вот она местами там проглядывается, и видно, что он реально уже, ну, процентов, наверное, 30 седой, товарищ, седой, и не крашеный, ни хрена не крашеный, то есть он, блин, у него краски на голове даже у себя не было никогда. Как он может нам рассказывать колористику и окрашивание волос, когда он сам этого ничего не испытал и через себя это не пропустил? Объясните мне. Это нереально абсолютно. Это все равно, что повар будет учить нас готовить, при этом при всем мы ничего не попробуем. Мы будем думать, да, это, скорее всего, вкусно. Но пробовать мы не будем. На вид мы это приготовили как положено. Понимаете? Это равносильно. Поэтому я с твердостью, вот у меня такое твердое убеждение, что колористику может вести только тот человек, который на себе постоянно что-то делает, постоянно что-то там себе красит. И не обязательно это красно-зеленые цвета, не обязательно. Колористика самый сложный, я считаю, момент. Покрасить человека в блондинку и сохранить при этом волос. И убрать желтый оттенок, в общем, там вот эти тоже свои фишечки. Ну, не в этом вопрос. Вопрос в том, что я буду выпускать курс по колористике. И это будет уже скоро. И это будет курс, я его не буду называть прям взрывом бомбы, но я думаю, что многим он не понравится. Потому что я вступала в такие дебаты, просто буквально, ну вы понимаете, мой темперамент горячий, я вступала в такие дебаты, и мне никто не смог просто апеллировать, никто не отвечает на эти вопросы, которые я задаю, ни один из семинаристов, все. Понимаете, все уходят просто от ответа, тупо уходят, и никто не может дать ни одного ответа. А я знаю почему. И это я расскажу в моем курсе по колористике, который я скоро начну выпускать. И что немаловажно, курс будет в общем доступе. То есть на вот этом канале. Бесплатный. Хорошо, что мы вообще эту тему затронули. В общем, ребята, это очень большая тема. Чтобы ее понять, нужно в нее погрузиться. Поэтому, если вы этого хотите, погружайтесь, читайте. Информации огромное сейчас количество. И чтобы вам было даже легче меня понять, вы можете уже сейчас начать изучать колористику. Ее надо изучать. Это математика. Это просто тупо математика. И ее надо просто выучить. Там есть свои закономерности, там есть свои законы. Это все очень интересно. И к этому надо так и относиться, что да, это интересно, и с этим надо что-то делать. Потому что я вам должна сказать, в мире колористов очень-очень маленькое количество. За границей, вот, чтобы покрасить вот человека в блондинку, это вот человек, который это делает, на него просто все молятся. Это вот просто человек 7 пядей во лбу, у него нимб сразу. Его пытаются переманить салоны из одного, из другого салона. Это вот, ну, я имею в виду действительно хорошего специалиста, который не только, конечно, колорист. Он и красит, и стрижет, и так далее. То есть это специальность, которая вам везде поможет. Так, на этой ноте надо заканчивать. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись.
подпишись, для тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.